Украина согласна с условиями. Зеленский заявляет о готовности к миру и перемирию на воде и в воздухе. Заявление. Новая тактика Трампа – давление. Как в России и в Украине отреагировали на сообщение о заморозке военной помощи. Обсудим и покажем мнение людей, а не политиков. В Польше говорят о российском империализме, а в Финляндии об ошибке Белого дома. Детали. Франция обвиняет Москву в попытке уничтожить один из самых дорогих разведывательных БПЛА «Риппер». Покажем кадры приближения российской сушки. Новые штрафы в Узбекистане. Президент подписал новый закон. Досмотрите. Всем привет, это «Время Прядко», коротко, четко и по делу о том, о чем говорят в мире. Если вам есть что сказать, делитесь своими мыслями и отвечайте на мои вопросы в комментариях. За лайк и подписку буду особенно благодарен. Время начать. Итак, подписание сделки между США и Украиной – топ-тема. Еще накануне в западной прессе появлялось большое количество сообщений о том, что и Вашингтон, и Киев просто нуждаются в ней. После пятничного скандала в Белом доме о готовности вернуться к соглашению о редкоземельных металлах неоднократно говорил Зеленский. И во вторник поздним вечером, буквально за несколько часов до заявления Трампа перед Конгрессом, украинский президент акцентировал внимание вот на чем. Итак, Украина хочет мира и готова к переговорам с Трампом. Киев готов и предлагает немедленное перемирие в небе и на море. Кроме того, первые шаги – освобождение пленных, запрет ракет и бомбардировок. Украина готова к сильной сделке при поддержке США. Зеленский напомнил, что Трамп дал Украине джавелины и призвал к конструктивному диалогу. А потом еще из Банковой записал обращение, заявив, что Россия будет требовать сокращения украинской армии и хотеть юридического отказа Украины от территорий. Зеленский также прокомментировал и сообщение о приостановке военной помощи США. Я поручил министру обороны Украины, руководителям наших разведок, дипломатам связаться со своими коллегами в Соединенных Штатах Америки и получить официальную информацию. Люди не должны догадываться. Украина и Америка заслуживают уважительного диалога, четкой позиции друг друга. Особенно, когда речь идет о защите жизней во время полномасштабной войны. Мировые медиа накануне посвятили десятки публикаций тому, что может произойти с Украиной и как быстро, если она лишится американской помощи. В Вашингтоне все же намекали, это временная приостановка. Аналитики говорили, так, Трамп давит на Зеленского. Событиям и сообщениям из-за океана радовались в Москве. В Киеве было не до этого. Если это действительно так, и если эти поставки будут приостановлены или остановлены, то, соответственно, большую часть всех боеприпасов, всей техники, всех разведданных киевский режим потеряет. И, наверное, можно, не предаваясь излишнему оптимизму, но скромно надеяться на то, что это может сподвигнуть киевский режим на то, чтобы все-таки склониться в сторону попыток урегулировать ситуацию мирными средствами. Важно слушать то, что говорят не официальные лица и политики, а обычные граждане. В Украине и в России на улицах задали вопрос обычным прохожим, а как они относятся к действиям США. И вот какими были их ответы. Сначала послушаем мнение из Украины. Я думаю, что единственное, что нам остается, это объединяться и надеяться на лучшее в нашем случае. Потому что ожидать помощи от США, как оказалось, не актуально. Хорошего ничего не будет. Все очень плохо. Было плохо, а дальше что будет? Еще хуже будет. Конечно, надеемся, как говорят. Самое главное не сдаваться, какой бы ситуация ни была. А вот какими были ответы в России. Давайте также послушаем. Я не знаю точно, но мне бы очень хотелось надеяться. Хочется, чтобы конфликт закончился и было спокойно, и мужчины не погибали. Я думаю, приближает, а как поведет себя Зеленский, я не знаю. Он странный, не всегда адекватный. А почему думаете, что приближает? Да, именно... Потому что есть стремление у Трампа, у Путина есть стремление к миру. Они все делают для этого.
Украинцы, как и полагается, боятся дальнейшего захвата и оккупации их территорий, а россияне говорят, что Путин и Трамп стремятся к миру. А что вы думаете о таких заявлениях людей и почему до сих пор некоторые не поняли, кто на кого напал? Пишите, пожалуйста, свои варианты в комментариях, но без оскорблений. В Польше тем временем считают, что для заключения мира необходима сила и справедливость. Вот что заявил президент Дуда. Он говорит о российском империализме. Центральная и Восточная Европа хорошо знают об угрозе суверенитету, исходящей от имперской политики Российской Федерации. Вот почему я был так привержен укреплению нашей политики безопасности. За последние 10 лет нам удалось активизировать сотрудничество в области обороны в формате Бухарестской «девятки». Вместе со странами нашего региона мы готовы противостоять самым серьезным угрозам. Российские гибридные атаки на наших границах, диверсии на суше, на море, в худшем случае, полномасштабная агрессия против нашего соседа, Украины. Трамп ошибается. Умиротворение России не сработает. В этом уверена министр иностранных дел Финляндии. Элина Валтонен выразила обеспокоенность из-за решения Вашингтона приостановить кибератаки против России. По ее мнению, Белый дом пытается оказать давление на Украину, но эта стратегия обречена на провал. Конечно, я немного обеспокоена, но я могу предположить, что это, вероятно, часть той большой стратегии, которую выбрал Белый дом, которая заключается в том, чтобы посмотреть, может ли такой курс действий привести к миру, эффективно умиротворить Россию и оказать некоторое давление на Украину. Франция обвиняет Россию в запугивании. Су-35 угрожал беспилотнику «Риппер». Французский министр обороны Себастьян Лекорню заявил, что российский истребитель Су-35 опасно вел себя рядом с французским беспилотником МК-9 «Риппер». На опубликованном видео Минобороны Франции можно увидеть, как российский самолет несколько раз пролетает в непосредственной близости от дрона в международном воздушном пространстве над Восточным Средиземноморьем. Лекорню уточняет, 3 последовательных пролета вблизи могли привести к потере управления беспилотником. Это преднамеренные, непрофессиональные и агрессивные действия. Франция продолжит защищать свободу передвижения в международном воздушном и морском пространстве. Инцидент произошел на фоне растущего напряжения в Европе и призывов к увеличению оборонных расходов. Европейские страны усиливают поддержку Украины, тогда как неопределенность вокруг политики США в отношении НАТО вызывает беспокойство. Масленичный забег взорвал столицу Великобритании. Во дворе Гилдхолла настоящее безумие. Десятки людей в костюмах бегут на перегонки, лихо переворачивая блины на сковородках. Да-да, это тот самый легендарный блинный забег, который лондонцы устраивают каждый год. На старте представители разных компаний, от ремесленников до финансистов. Их задача проста – добежать, перевернуть блин в воздухе и не потерять ни его, ни самообладание. Все это ради благотворительности. Победители получают не просто кубок, а новенькую сковородку. Главный трофей этого забега. А за лучший костюм наградили рыцаря в эпичном наряде. Накануне был масленичный вторник. По традиции перед 40-дневным постом люди устраивают блинное пиршество. Но в Лондоне решили не просто есть, а устроить блинный экшен. Напомню, что огненной была и масленица в России. В некоторых городах решили сжечь чучело Зеленского, Урсулы фон дер Ляйен, Макрона и других европейцев. У всех, как видим, разные приоритеты. А что вам по душе? Или предпочитаете просто поесть блинов дома, в тишине и в кругу семьи? Пишите варианты в комментариях. В Узбекистане таки ввели штрафы за пыль на стройплощадках. В стране принят закон, предусматривающий санкции за поднятие пыли и песка на строительных объектах. Соответствующий документ подписал президент страны. Итак, основные положения закона. Штрафы касаются строительных площадок от 500 квадратных метров, прилегающих территорий и выездных путей. Первое нарушение – штраф в 10 базовых расчетных величин. Повторное нарушение в течение года – штраф уже 50 БРВ. Также будет усилен мониторинг загрязняющих выбросов в атмосферу. Закон вступает в силу через 3 месяца после официального опубликования.
Больше новостей за неделю собраны в плейлист. Если что-то упустили, переходите и смотрите. Спасибо, что досмотрели этот выпуск. Если хотите, чтобы это видео увидело больше людей, расскажите об этом канале своим друзьям. Хотите помочь? Оформите спонсорство или нажмите «Спасибо». Любая поддержка важна. До встречи!